Фрэнк и Мэрилин прожили вместе 60 лет. Их история началась в начале 60-х, когда оба были молоды, полны надежд и мечтали построить тихую, семейную жизнь. Они познакомились на танцах в пригороде Чикаго и с тех пор почти не расставались. Их считали идеальной парой всегда вместе, всегда сдержанно улыбающиеся, живущие в скромном доме с садом и большим количеством книг на полках. Фрэнк работал преподавателем истории, Мэрилин медсестрой. У них было 2 детей, потом внуки, а позже и правнуки. С годами они все реже выходили из дома. Их дни стали похожи друг на друга: чай в 8 часов ровно, прогулка в 10 часов ровно, тихие вечера у телевизора. Но Фрэнк не жаловался. Он считал, что их жизнь – это тихое счастье, заслуженное и настоящее. Когда Мэрилин стало хуже, Фрэнк не отходил от нее ни на шаг. Болезнь прогрессировала быстро. Последние недели она почти не вставала, только смотрела в окно и что-то шептала во сне. Однажды ночью она позвала его к себе, протянула руку и вложила в нее старый конверт, пожелтевший от времени. Больше она ничего не сказала. В ту же ночь ее не стало. После похорон Фрэнк не мог заставить себя открыть конверт. Он лежал на прикроватной тумбочке, как напоминание о чем-то незавершенном. Через несколько дней он все же решился. Внутри было письмо, написанное аккуратным почерком Мэрилин. В нем она признавалась, что в начале их брака, когда Фрэнк был на военных сборах, она на короткое время сблизилась с другим мужчиной. Это было мимолетно, случайно и длилось всего пару недель. Она писала, что с тех пор жила с этим чувством вины, не желая разрушить все то, что они построили вместе. И добавляла, что второй ребенок, их младший сын, возможно, был не от Фрэнка. Фрэнк перечитал письмо несколько раз. Он не чувствовал гнева, только опустошения. Не от самой измены, а от того, что все, что он считал безусловным, оказалось сложнее, чем он думал. 60 лет, полная жизнь и в самом конце трещина, которую он не мог исправить. Он убрал письмо в ящик, глубоко вздохнул и вышел в сад. Воздух был прохладным, яблоня сбрасывала первые листья. И хотя сердце его было тяжелым, он знал, любовь, которой он жил, была настоящей. Даже если в ней была тень, эта тень не смогла ее уничтожить. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.